好一朵美丽的茉莉花，芬芬美丽。Всем привет! Димаш Кудайберген исполнил несколько песен на концертах в Астане перед главами государств. Вот что сам артист сообщил. Дорогие друзья, вчера я выступал перед лидерами братских стран Китая и Казахстана. Я исполнил на китайском языке песню «Жасмин», которая важна для всех в Поднебесной. Я благодарю господина Си Цзиньпина за уважение к моему творчеству. Оно имеет для меня особое значение. Конец цитаты. А вот что сообщает пресс-служба Аккорды. В честь глав государств и руководителей международных организаций, прибывших для участия в саммите ШОС в Астану, была дана концертная программа. В президентском центре во время неформальной встречи высоким гостям было предоставлено богатое культурное и музыкальное наследие казахского народа. Была исполнена хореографическая композиция «Дорога дружбы», повествующая о культуре народов Великого Шелкового пути. В концертную программу также вошли песни и танцы народов стран, участниц ШОС. Кроме того, сообщается, что в честь участников саммита и гостей столицы был устроен фейерверк. Конец цитаты. В таком лаконичном официальном сообщении, к сожалению, ничего не говорится о выступлении народного артиста мира Димаша Кудайбергена. Возможно, формат сообщения не позволяет рассказать подробности концерта, кто и с какими песнями выступал. Мы попытаемся чуть подробнее рассказать вам о событии, основываясь на разрозненной информации из различных открытых источников. С Димашем встретились главы Казахстана и Китая. На этом фото вы видите, что во время встречи Димашу пожал руку Си Цзиньпин. Ранее мы рассказывали о том, как китайский лидер и его жена ценят и следят за творчеством Димаша. И знаки внимания, оказанные на встрече, еще одно подтверждение этому. А вот как относится к творчеству Димаша Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, вы тоже хорошо осведомлены, как президент подвозил артиста в самолете из Китая, как они тепло беседовали во время очередной встречи. Очень радостно видеть такое отношение к Димашу. Итак, а какие же произведения исполнялись? Как выяснилось, Димаш исполнил не только «Жасмин». Судя по информации из интернета и комментариев, можно сделать выводы, что Димаш спел «Самалтау», «Дадидау» и играл на домбре. А также спел на русском языке «Любовь уставших лебедей». Напомню, что на концерте присутствовали лидеры нескольких государств. С одной стороны от Токаева находился глава России, с другой – Китая. Судя по фото, Димаш, как всегда, на высоте. Место выступления – высокая площадка. Ну что же, высокие ноты и высокая позиция для исполнения – все логично. Артист ранее занимал высокие позиции на концертах. В Алматы он спускался прямо с небес на сцену. В Нью-Йорке поднимался на красивой высокой площадке. Все эффектно и замечательно. За кулисами Димаш успел сфотографироваться с участниками концерта и дать автограф милой девушке с ником Аим Имашева.
Друзья, вся изложенная информация является обзором сообщений о событии. Возможно, неполным, со временем мы узнаем больше. Пишите в комментариях уточнения, мы всегда рады вам. С вами был Петр Грик. Спасибо за ваши добрые комментарии. Всем счастья и здоровья.茉莉花呀，茉莉花。